Все хотят проживать в своем загородном доме, но не у всех есть возможность построить сразу большой дом. Что же делать в такой ситуации? Пойдемте покажу. Нет, сегодня я не буду рассказывать про дома из бруса, из большого кругляка, тяжелые, массивные, на тяжелых фундаментах. Нет, сегодня будем показывать и рассказывать про вот такие маленькие домики. Небольшая площадь, легкий в транспортировке и недорогой в приобретении. Такие небольшие домики мы собираем по схеме классического деревянного каркаса. В данном случае у нас внутри заполнение 100 мм каменной ваты. В зависимости от региона или пожеланий заказчика мы можем заполнить 150, 200 или даже 250 мм утеплителя. Отделка предполагает два основных элемента: дерево и металлический сайдинг. Габаритные размеры такого домика составляют 6,5 на 2,5 метра, что очень удобно для транспортировки. И кажется, небольшие габариты, но тем не менее внутри довольно функционально все получилось. Вот у нас санузел, пожалуйста, полноценная раковина. Тут какие-то еще системы хранения, пожалуйста, влазят. Полноценная душевая кабина, причем она уже с поддоном, соответственно, полноценный поддон. Душевая вся система. Стеклянная дверца тут у нас, как бы, вот она, чуть-чуть приклеена, чтобы не отбилась. Водонагреватель электрический, подключенный. Вся система проверена. И непосредственно унитаз. Общая площадь домика составляет чуть меньше 15 квадратных метров. Однако этого достаточно, чтобы разместить внутри полноценный санузел с душевой кабиной, рабочую зону кухни. Кстати, я ребятам предложил еще в стоимость комплектации поставить сюда микроволновую печь, почему бы и нет. Системы хранения вверху-внизу. Тут мы можем поставить столик для отдыха, и сюда влазит полноценный двухместный раскладной диван. Сели, легли и наслаждайтесь видом, который у вас тут открывается. Главное, конечно, чтобы вид был хороший. Я не утверждаю, что такие домики станут заменой полноценному большому каменному дому. Нет, ни в коем случае. Хотя я не имею ничего против правильно собранного дома из деревянного каркаса. Все же каменный дом – это каменный дом. Тогда для чего эти домики, спросите вы? Ну, давайте пофантазируем. Во-первых, это может быть дача. Быстрая дача, как я называю. То есть вы купили участок, через 3-4 недели приехали, у вас стоит уже домик. Замечательно, уже отдыхаете. Не надо ждать, пока приедут каменщики, пока приедут кровельщики, пока сделается внешняя отделка там и так далее. Второй вариант. Вы затеяли строительство большого дома на вашем участке, но хотите периодически приезжать, отдыхать и наблюдать за ходом строительства. Пожалуйста, поставили вот такой домик и через это окошко смотрите, как строители строят ваш большой основной дом. Третий вариант. Это какой-то
кемпинг, организация, или как сейчас называют, глэмпинг. То есть поставили таких 5, 6, может быть 10 домиков и сдаете их в аренду. Если это красивое место, сейчас это прям очень популярная штуковина. В этих же габаритах у нас есть планировки с комплектацией сауны. То есть здесь у нас будет комната отдыха, там дальше будет парилочка. И такой же вариант можно сделать в виде офиса. Вот там стоит еще один маленький домик, чуть позже мы пойдем его посмотрим. Это мобильный офис. В обозримом будущем, в этих же габаритных размерах, мы хотим организовать и оснастить мобильную кофейню и мобильный пункт приготовления фастфуда. И самое удивительное то, что все, что вы видите сейчас здесь, это светильники, кондиционер, система вентиляции, мебель кухонная, раковина и обустроенный санузел с водонагревателем. Все это входит в комплектацию. В данном случае у нас деревянный стеклопакет, двойной, двухкамерный, можно поставить трехкамерный по желанию. Опять же, все зависит от региона и от задач. Если мы говорим про то, что это баня, то, в общем-то, такого стеклопакета вполне себе достаточно. Внутренняя отделка деревом с покраской в разный цвет. Здесь у нас обрамление тоже деревянное. От заказчика требуется только наличие участка и организация фундамента. Кстати, с фундаментом, если не хотите возиться, мы тоже можем его организовать. Так же, как и перевозку этого домика от производства до вашего участка. Интересно еще вот что. Под данное изделие, как таковой фундамент не требуется. Нам нужно 8 точек опор, на которые нужно поставить этот маленький домик. То есть там у нас есть снизу 4 ригеля, соответственно 4 точки опоры нам нужны. Это может быть свайно-ростовковый фундамент, железобетонный. Это может быть винтовые сваи. Это может быть просто 4 кирпичных столбика, или у нас есть в продаже специальное дополнение к этому изделию, 4 подставки, которые нивелируются по высоте, чтобы выставить изделие в уровень. Это позволит вам поставить домик в каком-то определенном месте. Если вам надоело, или вы поняли, что по движению солнца вас не устраивает, или там сосед поставил какой-то там кривой огород, вам это не нравится, пожалуйста, взяли домик, перенесли на другое место. Теперь немного о бюрократии. Как же согласовать такие домики? И тут тоже есть два варианта. Два варианта эти, они расширяют целевую аудиторию. То есть, например, вы купили участок, и вас обязывают в течение 1 года заняться освоением участка и в течение 3 лет закончить строительство дома. Но по каким-то причинам у вас нет такой возможности. Значит, что мы делаем? Готовим документы, архитектурный проект, как будто бы это полноценный жилой дом. Он проходит по всем требованиям. То есть надо единственное, что оформить правильно проект дома. Мы приезжаем к вам на объект, делаем капитальный фундамент, например, свайно-ростверковый, делаем тех же 8 свай, какую-то обвязку сверху и устанавливаем сверху этот домик. Закрепляем, чтобы было видно какими-то болтами, там, анкерами, что это стационарное крепление, что домик нельзя просто снять, перевести. И БТИ приезжает, выдает вам технический паспорт. Все, дом построен. Второй вариант. Вам не нужно его согласовывать как капитальное строение. Значит, мы тогда просто ставим его на 8 точек опоры. Это считается строение на некапитальном фундаменте, и оно будет у вас стоять на участке, как там, например, хозпостройка. Опять же, ввиду того, что это мобильное некое сооружение, его, в принципе, можно даже не согласовывать. С маленьким домиком для отдыха мы разобрались. Хороший маленький домик, мобильный. Теперь для бизнеса. Небольшая точка, в которой вы можете организовать офис продаж недвижимости. Например, у вас есть большая застройка, коттеджный поселок, или пускай даже это новый жилой квартал. Чем ставить какие-то капитальные строения? Пожалуйста, купили мобильный офис, привезли, поставили на площадку на какую-то ровную. Это даже на парковке можно сделать. Открыли двери для посетителей, вуаля, бизнес пошел. Страховки, страхование, то есть на авторынке, оформление документов, переоформление автомобилей, выписка страхований. Возле шиномонтажа какое-то небольшое помещение, где люди там пьют кофе, пока вы перебываете их автомобили. По большому счету, те же мини-кофейни какие-то, да, или какой-то фастфуд можно организовать вот в этом домике. Единственный минус этого домика, в нем нет санузла. Пойдемте посмотрим, что внутри. А внутри у нас ничего, как видите. Здесь нет никакого санузла, здесь нет никакой кухни. Это у нас мобильный офис. И конкретно это изделие едет у нас в Анапу. А там ребята такие, что любят экономить. Поэтому они заказали только обшивку ДСП. То есть мы спрятали все пироги, утеплители там и так далее. Оставили им направляющие. На них они дальше уже будут цеплять вагоночку, либо там гипсокартон, что захотят. Вот такой вот мобильный офис. Оснащение его, естественно, куда бедней, но и цена совершенно другая.
Кстати, я только что придумал, что вот в таком же боксе можно вполне себе организовать небольшой спортзал. То есть я вот, например, утром просыпаюсь и хотел бы позаниматься спортом дома, но я понимаю, что любое жужжание там, грибным тренажером или велотренажером, оно все равно будет слышно. Особенно, когда это 6 утра. То есть по дому эти звуки все равно будут расходиться. А если поставили себе на участке вот такой вот фитнес-бокс, назовем его так, поставили сюда 2-3 тренажерчика, пожалуйста, в любое время дня и ночи пришли, позанимались, никому не мешая. Какой у меня интерес до таких маленьких домиков? Все знают, что моя компания уже почти 20 лет занимается проектированием и строительством полноценных жилых домов. И это, повторюсь, не является никоим образом заменой полноценному дому. Так зачем же мне все это надо, спросите вы? Я отвечу. Я вижу в этом некое дополнение к большому основательному каменному дому. То есть на участке мы можем поставить, например, вот здесь, вот, как я уже говорил, вот этот домик в виде фитнес-бокса. Я знаю, что есть заказчики, которые своим дамам, своим женам делают какие-то спа-кабинеты в доме. А что, если вынести этот спа-кабинет из дома, да, то есть поставить отдельно на участке? То есть пришли девочки, здесь пилят себе ногтики, как бы, да, а мужчины отдыхают в своих помещениях. А здесь же можно организовать, я не знаю, если кто-то занимается неким бизнесом, который предполагает прием посетителей, и вы не хотите это делать дома, пожалуйста, мобильный офис, поставили у себя на участке, гости приехали, там, или партнеры, или клиенты, все посидели, порешали, обсудили, отпустили, чтобы никого не тащить в дом. Надоело вам на участке эта канитель, краном подняли, переместили в другое место. Вот такой вот мобильный офис может по большому счету стоять просто на тротуаре или на парковочном месте. То есть он просто ставится на ровную площадку. Он себя отработал, там полгода постоял, нет в нем необходимости. Подняли его, перевезли в другую локацию. Или поставили на склад, или кому-то продали. То есть здесь вариантов множество. Ввиду того, что это мобильная конструкция, да, ее можно перетаскивать куда хотите без всяких дополнительных разрешений, просто погрузив краном на грузовичок и переместив из пункта А в пункт Б. Я еще вам по секрету скажу. Точно такой же домик, если переместить за границу Республики Беларусь, увеличится в цене минимум в 2 раза. У нас был случай, когда с выставки, которая проходила в Польше, домик на колесах уехал в Германию и там был реализован за 40 с хвостиком тысяч евро. То есть, если вы купите в Беларуси такой домик и каким-то образом переместите его за пределы Беларуси, вы, в общем-то, продадите его и еще и заработаете. Приобретая такой домик, у вас есть еще одно очень жирное преимущество. Вы в любой момент времени можете приехать на производство и посмотреть, как собирается именно ваше изделие. То есть перед отправкой домика вы можете приехать на производство, все проверить. Если что-то не так, отметили какой-то там брак маркером, тут же его подкрасили, исправили. И только после исправления, после того, как вы будете всем довольны, это изделие перемещается на ваш участок. Это новая для нас тема, это новое направление для нашей компании. И начать мы решили именно с маленьких размеров. То есть замахиваться на большие строения мы пока не будем, потому что, как говорится, руку надо набить на маленьком. Поэтому пишите в комментариях, насколько интересна вам эта тематика. Пишите в комментариях, что бы вы хотели получить от таких строений, от таких маленьких компактных мобильных домиков. Если мы можем удовлетворить ваши запросы в рамках указанных габаритов, мы с удовольствием с вами пообщаемся и попробуем решить именно вашу задачу. Пожалуйста, пишите комментарии, будем обсуждать.